Покер имеет долгую и сложную судьбу. Его путь тернист от подворотен и подпольных подвалов, набитых сливками криминального мира, до просторных казино и миллионных телетрансляций. Благодаря таким титанам игры, как Дойл и Брансон, репутация покера постепенно обелилась. Он открыл новый взгляд на математические принципы и стратегию игры. Тем не менее, большинство людей по-прежнему не посвящены в тему. Они верят, что в покере все решает удача и непробиваемый покерфейс. Откуда берется такое мнение? По большей части из массовой культуры. Покер довольно давно проник в кинематограф. Помните, как Адриано Челентано заставляет соперника сбросить каре дам? Твоя взяла. Ну, позволь спросить. У меня было 4 дамы. А у тебя? Что у тебя было? 3 семерки. Ты шутишь. Да, их было 2. Или как агент 007 разделывается с 2 фулл-хаусами и флешем. Пять и 7 пик. Докуплен флеш-рояль. До 8. Старшая рука. Но эти эпизоды настолько постановочные, что понять по ним игру просто невозможно. Давай по новой, Миша, все хуйня. Но есть и фильмы, где за столом играют в настоящий покер, без художественных преувеличений. Одна из самых ярких картин такого плана — «Шулера» режиссера Джона Далла. Исполнитель главной роли Мэтт Дэймон известен своей любовью к игре. Заметно, что он постарался передать своему персонажу настоящие эмоции за столами во время побед и неудач. Но мы постараемся отгородиться от кинокритики и рассмотрим несколько раздач с точки зрения реальной стратегии. С вами Покер.ру, канал крупнейшего сайта о покере в Рунете. И по традиции лайк, подписка, колокольчик. Спасибо. Что это за гачи-мучи сейчас был? Спасибо. Спасибо. Турниры на Mobile Poker Club. Занимая призовые места, вы получаете турнирные очки. Вы можете стать одним из 10 счастливчиков, которые получат часть призового турнирного фонда в конце каждого месяца. Раздача, ставшая завязкой и двигателем сюжета. У Майка Макдермотта большие планы. Он успешен в покере и планирует отправляться покорять Вегас, осуществить мечту. Нужно только увеличить банкролл в этой игре против русских, в частности против Тедди КГБ, сурового авторитета в местных криминальных кругах. В игре 4 участников. Майк на баттоне открывается с туз 9 3. Судя по всему, игра идет безлимитный холдом на ставках $100-200 долларов, что соответствует лимиту НЛ 20 тысяч. Поэтому сайзинг с точки зрения стратегии не вызывает вопросов. 2,5 больших блайнда. Тедди объявляет кол на большом блайнде. Банк, по всей видимости, $1100 долларов. Выходит идеальный флоп. Туз 9-8, дающий герою Дэймона 2 пары. Но доска скоординированная, с возможными стрит и флеш-дро. Тедди чекает. Это дефолт для префлоп-коллера на большом блайнде. Майк ставит 2000. Мягко говоря, нестандартный размер для флопа. Двойной овербет. Конечно, напрашивается крупная ставка, так как у оппонента множество дро. И туз 9 в руке главного героя не блокирует диапазон продолжения соперника. Но такой сайзинг довольно необычный. Сам Майк объясняет это метагеймом. Тедди хитрый оппонент, и его нужно переигрывать на разных уровнях мышления. Герой хочет, чтобы Тедди подумал, что он блефует и пытается выдавить его из банка. Тот коллирует, и Майк кладет его на флеш-дро. Банк $5100 долларов. Терном выходит 9. Можно понять эйфорию Майка, который мысленно уже забрал стэк русского оппонента. При этом фулл-хаус в стандартных диапазонах в этих позициях старше, так как карманные тузы должны были трибетить на префлопе. Тедди чекает, и Майк объявляет чек behind, чтобы дать сопернику возможность словить свои ауты. Ривер, тройка, пик, закрывающая флеш. За непроницаемым лицом героя Мэтта Дэймона гремят салюты, и по триумфальным маршу раскрываются двери всех казино Вегаса. Тедди КГБ ставит тройной вербет, $15 000. Лид такого размера также не выглядит стандартным, но вполне может быть использован в такой ситуации. На лице Майка похоже даже искреннее удивление. Он явно не
ожидал такого сайзинга. Но в момент он воспринимает его как подарок судьбы. Он берет тайм-аут якобы чтобы подумать, но план остается неизменным. Он повышает до 33 тысяч долларов и уходит в all-in. Видя, как Тедди не спеша перебрасывает фишки в банк, герой все понимает. У соперника комбинация, на которую он никак не мог его положить. Карманные тузы, дающие старший фулл хаус. Хотя далее по сюжету Майк признается, что его переиграли. Это спорное утверждение. С точки зрения стратегии все было сделано правильно, не считая странных сайзингов, которые можно списать на метагейм и постройки под стиль игры за столом. Кол с карманными тузами на большом блайнде редко и довольно рискованное действие. То есть их в диапазоне Тедди просто не должно было оказаться. Выбросить даже на тройном овербет ривера он никак не мог. Но и рейс точно не ошибка, а единственное верное решение. Такие споты можно встретить в игре против любителя, но уж точно не против профи. Так что единственная ошибка Майка — это игра не по банкроллу. Еще один эпизод интересен тем, что в нем в роли самого себя выступил реально покерист. И не просто рядовой игрок, а легендарный Джонни Чен. Мы видим раздачу в воспоминаниях Майка. Он сидит в казино Тадж Махал. Посреди ночи в заведение входит обладатель 10 браслетов мировой серии. Майк подсаживается с коротким стеком на 6 тысяч долларов в игру по ставкам 3-6 тысяч. Начнем с того, что хотя игра идет лимитный холдом, это, мягко говоря, не самое разумное решение с точки зрения банкролла. Более часа Майк выступает в роли наблюдателя, а затем входит в игру против чемпиона. Чен открывается, герой Дэймона делает рейс и получает re-рейс. Майк после 2-секундной паузы переставляет еще раз, и Джонни Чен еще раз, взглянув на свои карты, сбрасывает их. Что можно сказать об этой раздаче? Что она стала самой нереалистичной в фильме. У героя короткий стек. Игра, напомним, проходит в лимитном формате. Что же выбросил Джонни Чен? Это нам неизвестно, но очень сложно поверить в фолд. К сожалению, мы не знаем точного соотношения ставок к банку. Единственное разумное объяснение — Майк намертво привязан к банку, и Чен решил не продолжать с маргинальной рукой против короткого стека, который почти наверняка оказывался бы в all-in уже на флопе. Впрочем, цель этого эпизода явно в том, чтобы показать зрителю мастерство убеждения, которым обладает главный герой с непроницаемым лицом. Своего рода подготовка к будущим сражениям и проверка скилла. Собственно, после этого Майк и решился на первую игру с Тедди КГБ, которая закончилась, как мы уже знаем, полной катастрофой. К слову, вместо Джонни Чена изначальный сценарий предполагал участие другой звезды, Фила Хельмута, на тот момент самого молодого обладателя браслета мировой серии. История умалчивает, почему план провалился. Зная сложный характер Хельмута, возможно, он боялся сорваться в кадре в ответ на постановочный блеф от незнакомца. После всех сюжетных переплетений Майк снова оказывается за столом с Тедди КГБ. И снова под давлением проигрыша последних денег, которые он одолжил у профессора. Более того, на кону жизнь как самого Майка, так и его друга. Впрочем, дела у Майка за столом идут очень даже хорошо. Он укрепил стек в матче на ставках 25-50 долларов и согласился подняться на уровень выше. И даже успел вывести Тедди из себя, прочитав его стрит и в открытую выбросив две пары. Я сдаюсь, Тедди. Две старших пары. Мощный набор, но я сдаюсь. Потому что у тебя двойка и четверка. Ты возьмешь туза и побьешь меня. Он бросает мощный расклад. А мог бы сразу отдать мне долг. Какого черта ты сдаешься? К моменту финальной раздачи у Майка небольшое преимущество по фишкам. Игра идет в heads-up. На этот раз в противостоянии участвуют только два соперника. Heads-up — дисциплина самой сложной стратегии, поскольку оба участника разыгрывают практически все возможные руки. Итак, Тедди на малом блайнде лимпит. Герой на большом блайнде с 9-8 пик объявляет двойной рейс. Игра идет, очевидно, на ставках 100-200 долларов. Банк на флопе 800 долларов. Майк на большом блайнде
в хедзапе это не лучшее положение, так как на постфлопе игрок действует без позиции, то есть сходит первым. На флоп выходит 6, 7, 10 радугой. У Майка нац на флопе готовый стрит. Как раз та ситуация, где так важен его главный навык – самообладание. Главный герой объявляет чек. Тедди насыпает в банк $2000. Майк уравнивает, прося оппонента не разбрасывать фишки по столу. Собственно, правила живого покера не обязывают участника укладывать фишки в центр стола ровными стопками. Но движение должно быть аккуратным и единовременным. Не стоит поступать так, как Тедди, находясь в реальном казино. Дилер может не принять такую ставку, а то и вовсе попросит покинуть стол за некорректное поведение. Терн, бланк, двойка. У Майка все еще нац, и он снова чекает. Тедди снова ставит $4400 в банк. Естественно, герой калирует. Банк около $13600. Ривером выходит туз. Не самая страшная карта для диапазона Майка. Даже наоборот, технически она дает ему преимущество. И герой это понимает. Он включает весь свой актерский талант. Он отлично изображает смятение, вызванное якобы плохим ран-аутом. Он мгновенно объявляет чек, давая агрессивному оппоненту повод поставить value bet в самого себя. Против другого соперника вряд ли стоило пропускать ход, но вся предыстория игроков говорит о том, что Тедди не упустит шанс забрать банк ставкой. Ловушка захлопывается. Русский мафиози, издеваясь над Майком, насыпает в банк все фишки. Мы не знаем, в каком количестве, это не озвучивается. Впрочем, это уже не так важно. Банк уже слишком большой, чтобы делать бет меньшего размера, и герой легко калирует, выводя оппонента из себя. По этой причине мы, увы, никогда не узнаем, что же было на руках у Тедди. Заплатите ему. Дайте ему его его деньги. С точки зрения стратегии Майка против агрессивного оппонента нет никаких вопросов. Он полностью отдал инициативу, позволив сопернику самостоятельно наполнить банк до краев. Именно так и следует действовать против соперника, от которого ждешь нападения при малейшем проявлении слабости. Что можно сказать в итоге? Майк, безусловно, талантливый и прозорливый покерист, способный сделать большую карьеру и стать великим игроком. Но есть одно важное но. Он не умеет держать себя подальше от рискованных затей. Все три раздачи — пример того, как поступать нельзя. Все они сыграны буквально на последние деньги. Третья вовсе с риском для жизни, так как в случае поражения Майк просто не дожил бы до следующего вечера. Это ужасное качество для покериста, поскольку шансы подняться с самого дна могут быть не бесконечны. Никакой талант и скилл не гарантируют победу на такой короткой дистанции. Конечно, многие сегодняшние звезды не с первой попытки прорвались на вершину, но закапываться настолько глубоко — чистое безумие. И вам мы советуем придерживаться стиля Майка за столом, но не в банкролл-менеджменте. Благодарим за просмотр. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. А также пишите в комментариях, как на вас повлиял легендарный фильм и какая рука, по вашему мнению, была у Тедди КГБ в последней раздаче. А на этом все. Пока-пока.